Контент варнинг. Пожалуйста, как? Что это такое? Игрулька, сделанная на хайпе Little Company, или же игра с охрененной задумкой, геймплеем, визуалом? Ну, тут надо смотреть. Потому что логично, что идея с 4 персонажами, которые улетают в места с монстрами, у них есть определенное количество дней, за которые они должны выполнить поставленную цель, звучит одинаково. Да, с этим я не могу поспорить, но реализация и задумка разная. Потому что в Content Warning нам задают 4 персонажа, назовем их так. Костя, Настя, Сережа, ну и пусть будет последний Боб. Должны стать известными на площадке SpookTube и заработать как можно больше денег с рекламы. Для этого нам и даны 4 героя. Давайте рассмотрим. Например, Костя снимает, Настя следит за светом, Сережа управляет микрофоном. Здравствуйте, меня зовут Лёша. Это мой новый АМ8. Мне его не заслали вообще ни разу. Вот. Крутой микрофон. По еблу меня не бей, ублюдок. А Боб, как главный пососник, умирает. Че, идиот? Да. Но, чтобы купить микрофон, нам нужны деньги. Поэтому нам вначале дают только фонарики и камеру. И мы идем делать видосики, как настоящие спуктюберы, зарабатывать миллионы. Ну или мы не оправдываем свои ожидания, оставляем за собой только лишь висящую веревку возле своей кровати. То есть, да, худший финал. Но это еще не конец, ведь мы по лучшим технологиями с пробирки возрождаемся и идем снова становиться популярными. Да, не так, конечно, я себе представлял путь к популярности, но ладно, идем дальше. Тоже там по визуалу. Ну, визуал мультяшный. Но только пока мы дома, ведь когда мы отправляемся в заброшенное здание, все становится черно-белым, кроме лиц наших героев. И это очень и очень напрягает атмосферу, ведь даже сами монстры черно-белые и как будто бы нарисованы. Но если вы играете с друзьями, то вы сами понимаете, что будет. Так, сегодня мы с моим парнем, будем исследовать психбольницу. Да, снимай меня, снимай. Я буду сейчас мусор взять. Ой, давай. Ой-ой-ой, потанцуй, пока молодая девочка моя. Все, пошли. Плюс визуала в заброшенном здании в том, что это выглядит как рисунки психбольного. То есть меня. И когда ты играешь один, это очень сильно наводит жути. Но если ты не один... А если... Ёбаный рот, блядь! Доброе утро! Да, если вы играете в одиночестве, то вам будет страшно. Если вы играете с вашими кентафариками, то все перевоплощается в кринж-контент какого-то ютубера. Да, но это весело. Еще у нас есть возле дома магазин, где мы можем взять микрофоны, медпомощь, фонарики, эмоции и хлопушку. Самое лучшее, что может быть. А хил выполнен в виде обнимашек. Включение с Москвы-Сити. Мы идем в башню Ока. Прямо сейчас. Сука, не мешай, сука. Ой, как это мило, но не со стороны. Прямое включение с Москвы-Сити. Мы идем в башню Ока. Прямо сейчас. Сука, не мешайся, ублюдок. Да. И магазин на самом деле не сильно нужен на первой стадии, ведь микрофоны абсолютно бесполезны. Медпомощь, ну, ты никогда не воспользуешься в большинстве случаев. А дефибриллятор на первой стадии стоит увер дохуя. Рация на первой локации тебе не сильно-то и нужна, она не слишком большая, как вторая локация. А все остальное, ну, это просто идеально для разных рофлов. Но, еще раз повторю, это только тогда, когда ты проходишь первую карту. Но, когда ты прошел первую карту, то у тебя пропадают фонарики, и тебе... Все это надо заново закупать. Вы можете спросить, а как получить больше просмотров? А ответ простой. Умираете? Да, как бы это странно ни звучало, но это дает больше всего просмотров. Хоть и написано, что надо снимать что-то страшное, но смерть приносит больше всего. И электрошокер, который вы можете найти на карте. И ебашить им монстров. А еще орб много дает. Да, так, чисто к слову. Но не слишком сильно. Еще обязательно снимайте всякие хребты, черепа, игрушки, ребра, которые лежат на земле. Дает прибавку к просмотрам. Ну а если вы профукали камеру, то это на самом деле не проблема, вы можете ее найти при следующей вылазке. Да, это не как в Little Company, если вы проебали, то все, вы проебали. Но, тут есть одно но. Если вы попадете на другую карту, ну, вам камеру не видать свою старую уже. Да, в этой игре 2 карты. И каждая отличается. Если одна это заброшенная лаборатория какая-то, то другая это типа школы или психбольницы. И вторая карта нам будет
намного больше жути. Тут уже даже если вы вдвоем играете, вам может стать жутко. И из нее намного труднее выбраться. Это большой плюс. Но если вы играете уже больше 2 людей, это превращается в клоунаду. Ну ладно, идемте дальше. Интерфейс. Интерфейс очень удобный и сделан в стилистике шлема, то есть как будто мы надели шлем и смотрим прямо через него. Слева снизу у нас ХП и уровень кислорода, посередине снизу нам показывают, какую кнопку нужно нажать, чтобы взять тот или иной предмет, а ниже стамина. Справа снизу инвентарь с квотой и с количеством наших денег. Слева снизу у нас расположена подсказка, где написано, что нам надо делать, а справа сверху нам говорят, на какую кнопку нам нужно нажать, чтобы воспользоваться предметом. Все, ладно. С интерфейсом мы закончили, идемте дальше. Монстры. Монстры тут бывают разные. Черные, белые, красные. От пауков и призраков до улиток или как мы их называем, депутатов и бомбочек. И от некоторых трудно убежать, кто-то тебя хватает в ловушку, и тебя должен спасти напарник. Кто-то бежит на тебя, сломя голову, а кто-то просто Майкл Майерс, только бешеный. И с ними весело играться, в особенности с депутатами. Так, давайте все-таки решим. Является ли эта игра сделанная на хайпе Little Company? Ну и да, и нет. Ну тут для кого как. Для меня, да, для кого-то нет. Для кого-то вообще по-другому. Little Company это копирка Content Warning. Вообще, лучшие люди. Ладно, на этом все. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылка на них, конечно же, в описании. Ну а я пошел жать морковки и играть в игры. Всем удачи.